Я очень хотел бы получить работу, я молюсь об этом каждый день. Это не так легко. Я живу на улице и сплю в холоде, особенно в зимнее время. Вы не захотите оказаться на улице, потому что здесь холодно. Видите, это крыса, ей легко найти еду. Иногда я живу как крыса, потому что тоже ищу себе еду. Видишь эту кучу? Ее нельзя трогать, она принадлежит парню по соседству. Это то, что сдается на переработку. Я тоже сдаю мусор на пункт переработки, и мне дают немного денег. Видишь этот забор? Надо через него перелезть, чтобы достать эти канистры. Что здесь написано? Вход только для персонала. Я не имею права туда заходить. Но я залезу туда в любом случае, когда рабочий день закончится. Я возьму эти канистры и продам их. Новый забор. Но я все равно попаду туда. Здесь собака. Видите собаку? Иногда я не могу туда залезть, когда они выпускают собаку. Сейчас я почти не ел 3 дня, потому что я не заработал на двоих, на меня и на мою больную жену. Я знаю, что это очень плохо. И я американец, и я имею право на помощь. Но никто мне не помогает. Это нелегко. Это полностью вина правительства, то, что я не имею работы. Никто не захочет платить за меня налоги, а у меня нет денег. Я специалист по электрике, я знаю все об этом. Но у меня совсем нет работы. Вы думаете, кому-то нужны квалифицированные люди? Ух ты! Что из того, что мы живем в 21 веке? Эта страна в заднице, до сих пор в заднице. Нужны перемены, очень большие перемены. Я работал машинистом 40 лет и оплачивал счета всех этих сволочей своими налогами. А теперь посмотрите, как они унижают меня. Это безумие. 40 лет платить налоги каждую неделю. И для чего? Чтобы тебя унижали, как последнее дерьмо. Это Америка. Мы здесь, потому что это правильное время, чтобы быть здесь. Мы устали и мы больны. Мы устали быть больным обществом, поэтому мы здесь. Мы говорим о 45% безработных мужчин и женщин. Мы знаем, что труд и работа — это то, что нужно людям. И мы будем бороться за работу и за лучшие условия труда. Это будет революция, и эволюция, и трансформация. Мы получим те изменения, которые мы хотим видеть. Экономика в ужасном положении. И главная причина в войне, в которой мы участвуем. Экономика ухудшилась из-за такой длинной войны. Америка в плохом положении. У нас много бедных людей без жилья, а мы тратим сотни миллионов долларов на вторжение в страны, которые не хотят этого. Мы не помогаем им. Да, мы тратим много денег на другие страны. Уберитесь сначала у себя дома, прежде чем наводить порядок в чужом. Верно? Люди платят все необходимые налоги и хотят точно знать, куда уходят все эти деньги. Мы хотим получить эту информацию, потому что понимаем, деньги уходят на войну. Почти 40%. При этом наше общество испытывает нехватку в финансах.
Например, не хватает денег в образовании. Здравоохранение, жилищный фонд и еще много других нужд нашего общества оказались урезаны. И как мы можем поддерживать эти бесконечные войны? Урезать людей в базовых потребностях. Детка, хватит. Хватит. Большой защитник маленького дома. Хватит. Если ты хочешь снимать жилье в Лос-Анджелесе, ты должен работать по 140 часов в неделю. Это очень много. 20 часов в день всю неделю, чтобы суметь платить за жилье. Наша страна потеряла промышленную основу, у нас нет больше аграрной отрасли. Мы можем ничего не выращивать у себя, потому что мы можем купить это все в Китае. Это проблема, которую мы имеем в Америке. Это очень-очень плохо. У нас не так много вариантов для выбора. Экономика США сильно ослабела. У людей все меньше и меньше возможностей отстаивать свои жизненные интересы, отстаивать право на хорошее здоровье, сохранять пенсионные накопления. Ситуация ухудшилась после социальной реформы Обамы. Сегодня экономическая безопасность — главный вызов для нас, и мы все меньше и меньше готовы на него ответить. За последние 15-20 лет мы наблюдали период почти полного отсутствия контроля за операциями на банковском и финансовом рынках США и со стороны Конгресса, и со стороны Белого дома. Неважно, демократы были или республиканцы. И когда вы имеете практически неограниченную свободу банковских операций, сразу же возникает искушение использовать ситуацию в свою пользу. Банки получили возможность использовать наши сбережения в очень рискованных операциях и махинациях. Благодаря этому они стали получать большие доходы. И когда ты получаешь такую прибыль, тебе трудно остановиться. Хочется еще. В результате они довели ситуацию до предела. Спустили триллионы долларов наших накоплений, налоговых денег. И теперь эти деньги потеряны навсегда. Людям их не вернуть. Я помню, один такой банкир сказал: «Если я не получу свой бонус, я уйду в отставку». Я был в шоке. Что ты сделал для нас? Ты потерял все наши деньги. Это принцип экономики США. Богатые получили еще больше денег, а простые люди оказались ни с чем. И это продолжается после кризиса. Богатые продолжают зарабатывать свои деньги, а у нас нет возможности заработать на жизнь. На днях я ходил в социальную службу, написал заявку на получение пособия. Они поставили меня в лист ожидания на 10 лет. Может, я и смогу дождаться эти 10 лет, я не знаю. Это не жизнь. Я не хочу так жить.